Начало весеннего сезона означает затишье в обилии новых анонсов. Но несмотря на это, мы все же подготовили для вас свежий выпуск аниме-новостей. Забейте на дела, усаживайтесь поудобней и приятного вам просмотра. Анонсирован сериал по манге «Идолмастер девушки-золушки» Ю-149. Расскажет он о миниатюрных девчатах под 1,5 метра, которые рвутся в айдолы, несмотря на рост, отсутствие опыта и начинающего продюсера. Когда стоит ждать этих золушек, пока неизвестно. Неожиданно, но факт. Финал «Атаки Титанов» получит еще одну, теперь уж точно финальную часть. Премьера ее состоится в 2023 году. Также в 2023 нас ждет премьера полнометражного фильма «Бакарина», моя реинкарнация в атомной игре в качестве главной злодейки. Выйдет он с подзаголовком «All roads lead to doom» – «Все пути ведут к гибели». А вот этим летом нас ждет новая овашка по «Унеси меня на Луну». Также анонсирован 2-й сезон, но пока без дат. Вот вам немного занимательная новость. Недавно редактор манги Chainsaw Man, Человек-бензопила, Шихей Лин сообщил, что ему на пару с автором Тацуки Фуджимото дали посмотреть раскадровки грядущего аниме, и они нашли их идеальными. А насколько идеальным будет готовое аниме, мы узнаем после выхода, которое, к слову, анонсировано на этот год. По манге «Ателье колдовских колпаков» анонсировали аниме. Трогательная история о маленькой милой девочке, которая всю свою жизнь мечтала стать колдуньей, но по преданию была обделена волшебством, пока семейная трагедия не открыла ей истинную суть слова «магия». Подробности обещают завести позже. По ранобэ «Мой счастливый брак» выйдет аниме. История несчастной, никому не нужной дочери знатной семьи, коей, в отличие от прочих дам ее рода, довелось родиться без особых способностей. Родная мать ее умерла, а мачеха из ревности возненавидела и низвела до служанки. Но дальше хуже, ведь к примеру матери последовала и сводная сестра, а следом и лучший друг предал бедолагу ради выгодной партии. Дошло до того, что девушку без спросу выдали за нелюдимого дворянина, который, по слухам, просто ужасно обращался с дамами, но парень оказался не так плох, как о нем говорят. Подробностей пока нет, обещают позже. Подоспел трейлер к аниме про айдолов «Блестящий пост», которая является частью Konami и Straight Edge, куда войдет еще и игра и концерты. Стартует оно в июле этого года, а снимают это Studio Kai, Super Cup и режиссер Кей Ойкава, Умамусуме 2 и Орегайру 2. Как вы, наверное, помните, в декабре вышла последняя глава манхвы Solo Leveling, поднятие уровня в одиночку. Однако Топаз рапортует, что после некоторого перерыва она получит несколько бонусных экстра глав. Когда именно ждать эти самые главы, не уточняется. Также напомним, что инсайды говорили про анонс аниме, а еще анонс игры, но когда именно она выйдет, также не ясно. Но метит на мобилки и ПК. В октябре этого года стартует аниме по мотивам ранобэ «Магазинчик начинающего алхимика». Сказка о милой сообразительной сиротке, которая собственными силами поступила в королевскую школу алхимиков, а после выпуска получила от учителя в подарок небольшой магазинчик. Но нашлась загвоздка. Так уж вышло, что магазинчик этот находится где-то в сельской глуши, и чтобы раскрутить его, бедолаге придется ой как постараться. Но она не сдается. Спустя долгое время маэстро облаков Макото Синкай, снявший «Дитя погоды», «Сад изящных слов», «Твое имя» и 5 сантиметров в секунду, 11 ноября вернется со своим новым фильмом «Сузуме, закрывающая двери». Поведает он о молодой девушке, живущей на острове Кюсю, где ей встретился паренек в поисках загадочной двери. Нашли ее ребята в древних руинах, и как только дверь открыли, такие стали появляться по всей Японии, неся с собой разрушение с катаклизмами. И теперь все эти двери им предстоит закрыть. В честь 35-летия анонсирован новый фильм по культовому аниме «Сити Хантер. Городской охотник». Из известного это то, что Акира Кияма вернется к роли Рё Саэбы, а финальной темой станет Get Wild от TM Network. Остальные же подробности обещают позже. Не успели мы разогнаться, как пришло время заканчивать. Неделя и впрямь была грустная в плане анонсов. Но все же мы надеемся, что этого было достаточно, чтобы отвлечься от всего плохого, и вы смогли насладиться кружечкой чая. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале Кудасай!